Всем добрый день! Ноябрь месяц, все гортензии соцветия уже срезаны. И сегодня по просьбе моих подписчиков я решила сделать такой небольшой обзор моих метельчатых гортензий, которые растут у меня в саду. На первый взгляд кажется, что все гортензии одинаковые. Особенно об этом говорят те, кто не занимается выращиванием гортензий. Для меня же это гортензии все разные по окраске, все разные по форме цветка. Поэтому вот такой вот небольшой обзор я сегодня решила сделать. Итак, гортензия, которая является одной из самых красивых гортензий в моем саду. Вы видите соцветие гортензии Фрайс Мельба. Это достаточно высокий куст, приблизительно до 150 сантиметров, но так как я его обрезаю, он, конечно же, у меня немножечко ниже. Гортензия, которая заслуживает определенного внимания, с очень красивой окраской. Вначале она такого белого цвета, затем лаймового становится. И после этого цвет переходит у ней от лаймово-розового до вот такого винного окраса. Очень устойчивая, имеет очень устойчивые крепкие побеги и плотно набитые соцветия. Гортензия, которая растет также у меня в саду, это гортензия Сильвер Доллар. Здесь цветочки чуточку помельче, но посмотрите, какое плотно набитое соцветие она имеет. Размер соцветия составляет приблизительно сантиметров 35-40. Тоже куст у нее не разваливается, прямо стоячий куст, и выдерживает и холод, выдерживает перепады температур, очень хорошо держит свою форму. Это и ветки, они не ломаются ни от ветра, ни от дождя. То есть гортензия тоже достойная. Следующая гортензия, которая также растет у меня в саду, это гортензия коктейль. Тоже красивая гортензия, отличается от предыдущих тем, что у нее соцветие не конусовидное, а более округлую, имеет верхушку. Она практически не подгорает на солнце. Тоже куст у нее прямо стоячий, такой ровный куст. Гортензия, которая появилась у меня самой первой в саду, это Ванила Фрайс. Вот как она выглядит на ноябрь месяц. Конечно же, она уже потемнела, тем более, что она росла у меня, вернее, растет у меня на полном солнце. Но я вам хотела показать просто само соцветие. Вот я измерила его 50 сантиметров, его высота. Вначале она такого белого цвета, затем окраска меняется на розовую, верхушечка становится у нее абсолютно белой, вот, и затем она приобретает такую розово-малиновую окраску. Гортензия тоже, она не паникает, достаточно такие прочные побеги у нее, посмотрите, какие толстые, ну, наверное, с фломастер. Вот, листья имеют темно-зеленого цвета. Как я уже сказала, растет у меня на полном солнце. В общем, гортензия достойная. Сейчас вы видите гортензию Полярный медведь. Здесь она отличается тем, что имеет достаточно крупные цветочки в соцветии. Вначале она лаймового цвета, в начале цветения, затем приобретает такой пудровый окрас. И должна вам сказать, что соцветия у нее бывают до 45-50 сантиметров. Вот это соцветие я срезала с полярного медведя, который я выращивала сама из черенка. Это гортензии, этой гортензии 3-й год. То есть посмотрите, какая крупная, цветет обильно,
все соцветия буквально очень большие. И вот уже в ноябре, посмотрите, какой она приобрела окрас. Такой лаймово-розовый. Очень красивая гортензия. Гортензия, которую посадила я в прошлом году. Из маленького череночка она выдала мне вот такое вот соцветие. 3 или 4 побега. Но посмотрите, очень красивая и очень достойная гортензия. Граффити отличается тем, что у нее, давайте посмотрим, цветочки, как бы такие, не лепесточки не тесно соприкасаются друг с другом. Она немножечко рыхловатая, но вот эта вот рыхлость цветочков придает ей какой-то такой определенный шарм. Она такая воздушная смотрится. Растет она у меня в ажурной тени, полутени, поэтому вот она даже на ноябрь месяц вот имеет такую лаймовую окраску. Слегка розовеющие цветочки по краю, побег достаточно толстый, с карандаш где-то. Побеги очень прочные, тоже гортензия имеет такие прямостоящие побеги. Она не разваливается, крепко держит свое соцветие. Следующая гортензия, тоже посаженная в прошлом году, но это вообще красавица. Она выдала 4, наверное, или 5 побегов. Вот на ноябрь месяц, как она смотрится. Это гортензия, называется Magical Spark Lime. Действительно, просто необыкновенная красавица. У нее такое большое соцветие, такое мощное, можно сказать. Со стороны, где падало солнышко на нее, видите, какой окрас она приобрела. Очень интересный, такими где-то по краю, где-то посерединке, где-то часть лепестков окрашена. Гортензия, соцветие плотно набитое. Смотрите, какое оно пышное и красивое. И тоже оно конусовидное, но вот этот конус, он немножечко, ну, не такой заостренный, он более сглаженный. Тоже гортензия очень красивая. Опять-таки гортензия этого года посаженная. Это гортензия фисташка. Понятное дело, что в начале своего цветения она вот такую имеет фисташково-лаймовый окрас. У нее соцветие округлой формы, сравнительно небольшого размера по сравнению с полярным медведем или же там ванилой фрайс. Но вот такая вот миниатюрность соцветия, тоже плотно набитая, тоже придает определенную красоту этой гортензии. Растет она у меня в ажурной полутени. И вот свою окраску, посмотрите, там, где солнце меньше касается, она не поменяла практически. Следующая гортензия, это тоже я выращивала из череночка, ее посадила крошечную, очень маленькую. Это гортензия Skyfall. На самом деле у нее очень крупное соцветие, очень крупное. Где-то приблизительно тоже до 40 сантиметров достигают. Но у этой вот небольшой гортензии по высоте очень интересная форма цветка гиацинтовая. Вот. Тоже считаю, что гортензия очень красивая. А сейчас у вас на экране гортензия Геркулес. Тоже очень красивая гортензия. Имеет плотно набитое соцветие. Долгое время она не розовеет. Остается белой. И затем уже где-то с сентября месяца проявляется вот эта розовинка. Но розовый цвет она сохраняет, ну, как бы так равномерно в основном окрашивается. Тоже очень красивая гортензия, прочные побеги имеет, не сваливается ни под дождем, ни под ветром. Поэтому считаю, что тоже ее можно посадить
как в одиночных, так и в групповых посадках. Тоже очень привлекательную окраску имеет. Высота ее приблизительно где-то 1,20 м. Вот. Поэтому вот все мои гортензии, которые растут у меня, они достаточно красивые. И вот хотела сегодня, срезала гортензии и хотела вам еще одну красавицу показать. Обычно вот не очень любят такие рыхлые соцветия, где фертильные и стерильные цветки. Но вот на этой гортензии я хочу остановиться. У меня таких гортензий тоже много. Это и White Lady, это и Pink Lady, это и Magical Flame, Pink Diamond. То есть они имеют вот такие похожие соцветия. Но вот у этой гортензии в этом году она выдала, ну, неимоверно красивые цветы. Долго она у меня что-то не выходила после зимы. Вот, посмотрите, какой огромный цветок. Вот он где-то в диаметре, вам не соврать, ну, сантиметра, наверное, 4. Точно, 4,5. Это гортензия Тардива. Первый год она у меня вот так зацвела красиво, хотя она уже у меня достаточно большого размера. Это достаточно большой куст. Вот. И вот такая вот слегка розовинка у нее появилась по краю, причем по краю на обратной стороне лепесточков. Все те, кто любит гортензии, все те, кто увлекается гортензиями, а у меня гортензии целая коллекция, их сейчас насчитывается более 40 сортов. Вот я тоже призываю вас к тому, чтобы вы посадили этих необыкновенных красавиц. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик.